Всем привет, дорогие зрители! В этом видео поделюсь с вами рецептом очень вкусного сметанно-шоколадного желе. Для сметанного желе мне понадобится сметана, сахар, замоченный желатин. Сметану перекладываю в сотейник. Затем добавляю сахар, немножко ванилина, перемешиваю и теперь отправляю на плиту. Сметану с сахаром мне нужно будет проварить 5 минут. Дожидаюсь, когда масса закипит. Вот буквально когда пошли первые бульки, все, отсчитывайте 5 минут и на протяжении этого времени перемешивайте, потому что сначала вроде бы как поверхность такая гладкая, но потом может быть сильное бурление. Обратите на это внимание. После 5 минут сразу же выключаю плиту, остужаю эту смесь до комнатной температуры и затем добавляю сюда растопленный желатин. Обязательно хорошо перемешиваю и переливаю в формы. А вообще очень хорошо, если у вас есть разъемная квадратная форма, тогда желе очень удобно нарезать и подавать. Но поскольку я делала просто для своих домашних, поэтому залила те формы, которые у меня были. Пока сметанное желе застывает, я приготовлю шоколадное. Для него мне понадобится вода, сахар, какао и замоченный желатин. Сахар и какао смешиваю, чтобы не было комков. Затем понемногу добавляю воду и хорошо перемешиваю. Шоколадный слой, так же как и сметанный, нужно будет проваривать. Все отличается во времени варки. Шоколадный слой мне нужно будет проварить 3 минуты. Как только я проварила его и довела до комнатной температуры, точно так же добавляю распущенный желатин и выливаю эту смесь на застывшее сметанное желе. Теперь формы с желе отправляю в холодильник до полного застывания. Желательно все это сделать на ночь, чтобы за ночь все хорошенько застыло. Мое желе уже застыло, и теперь можно нарезать его и пробовать. Нарезается оно очень хорошо, не тянется за ножом и получаются очень красивые порционные кусочки. Желе получается очень вкусное. Из-за того, что сметана проваренная, у нее совершенно не такой вкус, как у свежей сметаны. И плюс тонкий шоколадный слой, он дает также свой оттенок. Здесь видно, что желе получилось трехслойное, потому что сметана была не очень большой жирности, и после варки у нее отделилась сыворотка. Этот слой тоже очень вкусный, но я пробовала с жирной сметаной делать, и сыворотки практически нету. Поэтому обязательно пробуйте. Всем пока!